Здравствуйте, дорогие зрители! Вновь добро пожаловать в Cardemonium. В самом первом выпуске Cardemonium я обещал рассказать вам о наборе карт из Base Set, самого первого сета, как и Покемон. Данный выпуск будет посвящен именно этому набору. Но вначале я бы хотел рассказать о его появлении в России, да и в целом об истории покемонов в нашей стране. Что ж, пришло время отправиться в 2000 год, когда покемоны только вышли на экраны геймбоев и телевизоров нашей страны. На Первом канале премьера знаменитого мультсериала «Покемон». По миру шла тотальная покемания, и благодаря успешному старту франшизы было налажено производство мерчендайза, который также стал продаваться на ура, в том числе и наши любимые коллекционные карты. Выпуском карт Покемон на тот момент занималась компания Wizards of the Coast, подарившая миру самую известную коллекционную карточную игру Magic the Gathering. На нашей территории выпуском карт занялся также специализировавшийся на МТГ Петербургский игровой клуб Sargona. Поначалу все шло как по маслу. Мы получили бейс-сет и все экспеншены оригинальной серии, и Sargona даже начала выпускать серию Neo, но, увы, дальше этого дело не зашло. По словам директора Sargona, люди менее охотно покупали наборы новой серии из-за несовместимости с оригинальными сетами. Также, к великому сожалению, аниме-сериалы на тот момент уже перестали транслировать по телевизору, что в целом снизило популярность покемонов в стране. Увы, покемания в России шла на спад. И через какое-то время можно было сказать, что покемон ушел из России. Что же случилось? Почему РТ не стали закупать дальнейшие серии покемонов? Настоящая причина никогда не была оглашена, но если вы хотите послушать мои размышления на эту тему, вы можете услышать их в отдельном видео по ссылке в аннотации или описании. Так или иначе, аниме-сериал вернулся к нам только в 2008 году, а карты в 2014. Но сейчас мы говорим о 2000-м, поэтому давайте все же рассмотрим тот самый первый стартовый набор. Поскольку это набор для двух игроков, здесь присутствуют две полуколоды разных типов – огненный и… В картах это три типа сразу – бойцовский, земляной и каменный. В первой колоде мы имеем 4 Чармандера, 2 Чармелеона, Гроулет, 4 Бониты, Энерджи и несколько тренер-карт. Во второй у нас есть 4 Мачопа, 3 Диглета и несколько покемонов нормального типа, причину нахождения которых там я не могу понять до сих пор. Возможно, это своего рода плата за Мачоука с 80 HP и атаками на 50 и 60. Для нынешних времен это может быть не самые высокие значения, но на тот момент это были очень серьезные цифры. Вы можете заметить, что в этой колоде ни у кого, кроме Мачоука, нет больше 50 HP. Также в этот набор входит бонусная голографическая карта Мачампа. Что интересно, она не принадлежит ко второй колоде. К сожалению, я потерял показатели урона, но они выглядели как желейные бобы и были сделаны то ли из пластика, то ли из стекла. Правил здесь целых 3 книжки. Зачем? Я не знаю. Чем отличаются вторая и третья, кроме языка, я так и не заметил. Но первая версия другого формата и очень упрощенная. Также в нее входит список карт для двух полуколод. Вторая версия правил представлена уже в виде полноценной книжки, и в ней описывается все, что может понадобиться для игры. В ней есть даже больше, например, форма для отзыва с опросом для игроков. Также странный призыв прекратить читать и начать играть. Чек-лист для коллекционеров и описание экспеншенов. Версия 3 переведена на русский, но отличия от версии 2 я так и не нашел. Разве что здесь несколько другие иллюстрации. А теперь давайте рассмотрим следующий артефакт. Описание всех карт. Зачем оно есть?
Затем, что сами карты, как вы могли заметить, были изданы на английском языке, и вместо этого перевод карт заключен целиком в этой книжечке. Я знаю, что многие предпочли бы такой вариант. Сейчас многие жалуются на перевод карт, и в особенности на непривычную транскрипцию имен, например, Зирнис. Но если сейчас кто-то воспламеняется от того, что Вульпикс стал Валпиксом, то я боюсь представить, что бы было с ними, увидеть они на картах такие имена, как Бабаха или Пчерло. Да, имена покемонов в этом издании не просто транскрибированы, а именно переведены. Я не знаю, настолько же ли глупо звучат английские имена покемонов для носителей языка, но в русском языке такие вещи походу просто не срабатывают. Многие переводы просто невозможно читать с серьезным лицом. Боепашка, Поломашка, Крытошка, Пута... Нет, похоже, ударение на первый слог. Я выложил список всех переведенных имен в описании, поэтому если вы хотите посмеяться, загляните туда. Но если вы хотите посмеяться еще сильнее, я рекомендую посмотреть бонусное видео по ссылке в аннотации, описании или плейлисте Кардемониум на моем канале. На этом, пожалуй, обзор бейссета можно считать законченным. Спасибо за внимание и до новых встреч!